Всем привет, с вами Евгения Каландина. Продолжаем вязать нашу шапочку или тюбетейку. Вторая часть. Переходим к вязанию 7-го ряда. Мы закончили на том, что сделали соединительную петлю в конце 6-го ряда. Делаем еще одну соединительную петлю, чтобы сдвинуть наш столбик, и 3 воздушные петельки. Считаются первым столбиком. Дальше провязываем столбики с накидом. Второй, третий, четвертый. Теперь у нас пойдут арочки из воздушных петель. Провязываем 3 воздушные петельки, столбик без накида. Снова 3 воздушные петельки, столбик без накида. 3 воздушные петельки. И еще один столбик без накидов в арочку предыдущего ряда. 3 воздушные петельки. Теперь нам нужно провязать 4 столбика. Первую петлю мы пропускаем, во вторую провязываем столбик с накидом. Первый, второй, третий, четвертый. Дальше снова вяжем 3 воздушные петельки, столбик без накида. 3 воздушные петельки, столбик без накида. Снова 3 воздушные петельки, снова столбик без накида. 3 воздушные петельки и 4 столбика с одним накидом. Так мы вяжем с вами до конца ряда. В конце ряда у нас будет 20 столбиков с накидом и 15 столбиков без накида. Довязываем этот ряд 3 воздушными петельками и в конце делаем соединительную петлю. Вот такое донышко у нас получается. Переходим к вязанию 7-го ряда. Начинаем мы его также с соединительной петли. Дальше 3 воздушные петельки подъема, которые считаются первым столбиком. Второй столбик с накидом провязываем. Здесь у нас будет по 2 столбика с накидом. Дальше арочки идут. 3 воздушные петельки. Столбик без накида. Снова 3 воздушные петельки. В следующую арочку следующий столбик без накида. 3 воздушные петельки, столбик без накида. Снова 3 воздушные петелечки, столбик без накида. 3 воздушные петельки провязываем. И теперь мы провяжем 2 столбика с накидом. Между столбиками будет 5 арок. Первый, второй провязали столбик с накидом. Дальше также воздушные петельки. 3 петельки набрали воздушный, столбик без накида. 3 воздушные петельки, столбик без накида. Снова 3 воздушные петельки провязываем и снова столбик без накида в арочку предыдущего ряда. 3 воздушные петельки и столбик без накида. 3 воздушные петельки и теперь провяжем 2 столбика с накидом. Так мы с вами будем вязать до конца ряда. В конце ряда у нас будет 10 столбиков с накидом и 20 столбиков без накида. Довязала ряд, заканчиваем 3 воздушными петельками и соединительной петлей. Донышко в конце уже стало немножко скругляться, а так достаточно таки плоское получилось. Теперь нам нужно измерить диаметр донышка линейкой. Через серединку 17 сантиметров у меня получилось. Продолжаем вязать с вами следующий ряд. Расширять донышко нам уже не надо. Переходим к боковой части нашей тюбетейки. Провязываем 1 соединительную петлю и вторую в арочку. 3 воздушные петельки подъемные и столбик с накидом. 2 воздушные петельки между ними провязываем. Следующие 2 столбика с накидом вяжем в арочку предыдущего ряда.
и 2 воздушные петельки. В следующую арку вяжем снова 2 столбика с накидом и 2 воздушные петельки. Продолжаем вязать 2 столбика с накидом, 2 воздушные петельки. Снова в арочку 2 столбика с накидом, 2 воздушные петельки. Пропускаем наши 2 столбика и в следующую арочку провязываем 2 столбика с накидом. Вот что у нас будет получаться. Так у нас будут боковушечки выглядеть. Две воздушные петельки. Продолжаем вязать так до конца ряда. Довязываем самостоятельно этот ряд. У нас должно получиться 50 столбиков с накидом. Довязали этот ряд, делаем 2 воздушные петельки. Закрываем ряд соединительной петлей. После этого мы снова провязываем 2 соединительные петли, чтобы сдвинуть наши столбики в арочку. 3 воздушные петельки подъема, столбик с накидом. Две воздушные петельки провязываем, в следующую арку снова 2 столбика с накидом. Здесь мы будем вязать без прибавок, убавок, в конце ряда будет также 50 столбиков с накидом. На мой размер тюбетеечки я провязала 7 рядов. Если вам нужна будет глубина побольше, то добавите еще ряд или 2. Еще раз показываю, как закрываем ряд. Провязываем 2 воздушные петельки и соединительную петлю в цепочку из воздушных петель подъема в начале ряда. После этого делаем еще одну соединительную петлю в столбик предыдущего ряда и следующую соединительную петлю в арочку. Так мы делаем в начале каждого ряда для того, чтобы сдвинуть столбики. 3 воздушные петельки и столбик с накидом. 2 воздушные петельки между столбиками. В конце каждого ряда будет 50 столбиков с накидом. Девочки, вот я вам показываю, как измеряется глубина шапочки тюбетейки. В моем случае 7 рядов оказалось достаточно. Ниточку обрезаю, закрепляю. Ниточку можно подшить или спрятать хвостик внутри вязания с помощью крючка. Наша тюбетеечка готова. Всем спасибо за внимание. Приятного вязания. С вами была Евгения Каландина. Пока-пока.